Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре ЛТшка, китайская, 8 уровня, проходная прокачиваемая ветка ВЗ-132. Вы скажете, да это совок, да это совок, советский танк каким-то чудом попал в Китай, да, и назвали его ВЗ-132. Обычно мы на обзоре сначала идем смотреть бронирование, но мы бронирование посмотрим здесь 50 у нас корпуса и 55 в башне. Вот эти места краевые в башне, единственное, куда не стоит стрелять ему танку, можете получить рикошет. Все остальное сбоку, корпус, все сюда, в маску, все пробивается. Вот такое вот бронирование. Давайте смотреть модули основные. У нас 3 пушечки. Быстренько их давайте поглядим. Ага, 200 альфа, бронепробитие 159, более лучшая точность, но при вот таком бронепробитии это полное говно, и на стоке вы, конечно, вы сможете играть на этом танке, потому что это ЛТ, вы будете в основном, конечно, стрелять, иногда попукивая в противников, а в ПВП ЛТ выбивать даже стоковые пушки хватит. Чем отличаются предтоповые и топовые? Альфа одинаковая, бронепробитие на... Тут по-разному, смотрите, как они сделали. Значит, на топовой, на основном снаряде лучше, но на голде хуже, чем на притоповой, да. Заряжается топовый быстрее, точность лучше, время сведения лучше. Поэтому, что тут даже говорить, надо стараться выкачивать топовое орудие. А топовая башка нам дает плюс 10 к обзору метров, но качать модули по следующей схеме надо. Сначала топовый двигатель, 700 лошадей против 600, по-моему. 550 даже, да, плюс там процентов 20-25 подвижности вам это даст, а это важно в ЛТ. Потом качаете рацию, 750 метров дальней связи против 600, потом качаете топовую ходовую, плюс там 4 градуса, плюс 2 градуса в секунду подвижность на месте даст. И вам, кстати, топовая ходовая нужна, чтобы поставить топовое орудие. И дальше качаете уже башню и орудие. По полевой модернизации ставите настройку клапанов к максимальной скорости вперед. Здесь в четвертом блоке настройку механизмов заряжания, к времени заряжания улучшаете, да, и, соответственно, от осколок фугасного урона вы делаете дополнительную защиту. Вторым слотом вы берете на мобильность. Вот. Это касаемо полевой модернизации. Теперь касаемо оборудования. Поставил сюда стандартный комплект, в основной слот, дающий дополнительный буст на обзор. Ставите командирский обзорный прибор, ставите просветленную оптику, малошумную систему выхлопа. По снарядам основной ББХ летит 920, голда 1150 летит, и это подкол, нормальная скорость полета снаряда. Ставите ремку, аптечку, желательно автоматический огнетушитель, но еще более желательно на ЛТшку ставить, конечно же, доп-паёк, потому что только, вернее, так сказать, не только, на ЛТ доп-пайки дают максимально больше всего дополнительного плюсом, потому что нам важен каждые 10 метров дополнительной незаметности, обзора, и ЛТ это очень важно, пересвечивать другие вражеские ЛТ. Если вражеские ЛТ используют такое же оборудование, такие же танки, но не используют доп-паёк, вы их будете успешно пересвечивать. Лайфхак, да. 4 члена экипажа, перки вы сейчас видите перед собой. Вот. УВН у нас нету, поскольку это бывший советский танк, он же китайский, у нас 5 градусов, да. Заряжается пушка чуть менее 7 секунд, и это достаточно долго, учитывая такую нищую альфу, вот. Точность, тоже всратенькая, конечно. Время сведения более-менее комфортное. По плюсам и минусам дальше продолжаем, да. 1100 хп, прочность, стандартный параметр. Чуть побольше стандартного, да. Мобильность у нас 66 вперед, 20 назад, почти 28 лошадей на тонну. Удельная мощность. Для ЛТшки, конечно, хотелось бы видеть 70, а может быть даже 75 км в час. Здесь максимальная скорость вперед такая себе. Не самое лучшее. По незаметности у нас почти 39%. Перк незаметности еще не весь прокачан. То есть он только качается. Процентов до 42 он точно подымется. И обзор у нас хороший. У нас 446 метров. И это очень много, как для ЛТ. Вот такие вот плюсы и минусы машины. Да, брони у нас нет. Подвижность такая средненькая. Да, хорошая незаметность, хороший обзор.
Хорошая незаметность, хороший обзор. Вот как-то так. Так что предлагаю же отправляться в бой. Давайте посмотрим, как эта ЛТшка играется в современном рендеме. Погнали. Так, попали на степи. Обзор боем ВЗ-132. Китайский легкий танк 8-го левела. Проходная прокачиваемая ветка. Попали в бой против восьмерок. Одноуровневый бой, честный. Поедем сейчас тяжи налево кошмарить. Так, их 5. Да. Главное не светиться. Главное не светиться. А так, конечно, жару мы можем сейчас устроить врагам. Главное, чтобы у них ЛТ так не сделала. Необычная тактика на ЛТ. Просто 3 ЛТшки много. Также может у них кто-то поехать. Будем надеяться, что этого не будет. Ё-моё! Да как это возможно? Как я засветился-то? Вот опять, как я засветился? Какой-то просто дурдом. Вообще непонятная херня. Как засветился просто. Как-то я опять с правой кнопкой мыши не берется захват танка. Ну что за дерьмо такое? Пока целился, уже всех убили. Так, светим, светим. Все, добро. Насветили. А как я промазал?
Все, победа. А где у них ЛТ-вот? Так, ну что у нас получилось насветить-то? Ну, ё-моё, мало. 1400 настреляли, 1100 насветили, 2500. До плана до 3 на восьмерках я всегда план ставлю. 3. Ну, мы не дотягиваем. Надо ехать ЛТ искать. А она теперь поехала за нашей артой. Гадалки не ходи. Вон она где уже. Да, за артой. Катер. Ну, Ебур сейчас разберется с этим DLC. Ну что такое-то? Гусеница какая. Ладно, хороша ли ВЗ-132 как ЛТ? Вообще что за тачка? Обычная ЛТ, без каких-либо плюсов и минусов. Максимальная скорость вперед, без турбины. Посредственная достаточно, то есть это не супер быстрый ЛТ. Это не супер ДПМный танк, да, у нас нет ни барабана, ни какой-то супер, там какого-то КД пушки нету, брони нету, не так, ну что-то там в башне есть чуть-чуть, да. Короче, обычная совковая ЛТшка, которая оказалась каким-то образом в Китае. То есть сумма у нас там 2600, 2700. Вот. Обычно нормально сбалансированный, без перекосов, легкий танк. Вот. Вот так. По пятибалльной системе 4 с минусом, 3 с плюсом. Больше он не заслуживает, потому что есть более интересные ЛТ на 8 уровне, да. И ВЗ-132 им не чита. Но в целом. Играть на нем можно, гореть жопу у вас от него не будет. Его основная задача это светить, иногда стрелять. Он может и то, и то. Короче, вот это оборудование считаем для него наиболее правильным. Самый обычный дефолтный комплект для ЛТ. Ребят, ставьте лукс, подписывайтесь на канал. А я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.